Всем привет! С вами снова канал Радов Одесса. Не забывайте подписываться. Здесь мы ремонтируем все своими руками. В общем, вот продолжаю в своем маленьком гараже ковырять Mazda 626 GF. Вот, в прошлом видео делал пороги, закончил их уже. Вот, в этом видео буду показывать, как буду собирать полностью подвеску заднего колеса, то есть на Mazda 626 GF. Подписывайтесь. Итак, вот мои все, вот так вот у меня это все выглядит. Покажу. Вот, то есть кузов я все доделал. Вот, все замовилено, как бы остается только собрать. Вот тут тяги. Вот. Есть видео, как я менял без прессов, без ничего. В общем, смотрите, кому интересно. Стойка подготовлена. Также вот это вот защита тормозного диска. Есть видео, как я восстанавливал. Вот. Ну а теперь начинаем собирать. То есть начинаем, естественно, со стойки. После того, как стойка установлена уже, вот, там ничего сложного как бы нет. Сверху ее просто прикручиваете 3 болтами и все. Вот, ставим ступицу саму. Ну, тут тоже как бы ничего сложного. Стойка прикручена. Ступица тоже прикручена. Видите, все красивенько, покрашено. Вот, следующим этапом я прикрутил датчик вот этот, потому что, это датчик АБС, его потом не очень удобно прикручивать с той стороны, когда уже будут закручены балки, поэтому лучше его сразу. Так, после этого ставим первую поперечную тягу. Она ставится вот туда и вот сюда длинным одним сплошным болтом. Первую я ставлю вот эту с этой стороны, то есть то, что тут длинный болт, и он заходит с этой стороны. Вот, то есть вот с этой я начинаю. Ну, как бы вот, я же говорю, стойку поставил, ступицу прикрутил, датчик. Вот, дальше вот я наживил уже сюда болт. С этой стороны ставится простой. С той стороны на ту тягу поперечную ставится этот самый развальный болт, которым регулируется развал схождения. Вот, то есть, вот здесь я наживил, потом затяну. Вот. Так. Ставятся эти штуки вот так, то есть более длинными сторонами в сторону балки. После того, как наживили ту сторону первой этой, берем вот этот длинный самый болт. Он стягивает сразу одновременно 2 тяги. Вот, проходим его ВДшкой. Я так обычно делаю, может, не обязательно, чтобы получше все это заходилось. Вот. И уже отсюда вставляем сюда. Вот так она ставится. Здесь должна быть такая вот шайба. Вот такая же шайба и с другой стороны. Вот теперь на эту сторону надо будет сейчас одеть вторую тягу. Это уже идет развальная тяга. На нее идет вот такой вот болтик с эксцентриками, вот, который крепится, там специальные пазы. В общем, им регулируется развал схождения. Вот. На эту сторону ставится вот эта тяга с более длинными краями. По внутренним диаметрам не перепутайте, они разные идут. По развальному болту завожу я его так же само с той стороны. Вот.
Там внутри есть такой ограничитель, который вот эксцентриком как бы дает уклон. Ставится так же само вот этой вот херней туда, вот так это вставляется, и дальше такая же эксцентриковая шайба. Смотрите, чтобы они были одинаково, как снаружи, так и снутри шайбы эти. Болтики, гайки, я же говорю, хорошо промазывайте солидолом, вот, чтобы эти болты всегда хорошо раскручивались, потому что это развальный болт. Вот, если он закисает, потом очень трудно выставлять развал схождения, ну, развал на заднем колесе. Обязательно едьте сразу на развал схождения, вот, и делайте развал, потому что он, естественно, будет сбит. А вторая сторона просто уже одевается на вот этот вот болт двойной. После того, как все затянуто, вот так оно вышло, вот, теперь у нас остается истяг продольная. Она у нас кидается вот сюда, вот, в это гнездо. Это одна часть. Вот, и вторая часть вешается вот на вот эту фигню. Вот, то есть две эти мы кинули. Ну и последний штрих, надо будет вот эту косточку вот прикрепить, ну, закрутить сюда. Ну, здесь все просто, как бы сторона не имеет значения. Единственное, что по отверстиям. Более тонкое отверстие, узкое вот сюда, более толстое в ту сторону. Единственное, что вот этими болтиками прикручиваете вниз. Это продольная тяга, потому что сюда прикручивается тросик вот этого самого от ручника. Вот. И дальше вот эта история просто одевается и закручивается вот таким болтом шайбы. Теперь просто все затягиваем вот наглухо. И последний штрих, это вот фиговина. Они бывают двух видов, насколько я видел. Одни с торца сюда. Тут их проблематично закручивать, потому что они прокручиваются. То есть у них стоит либо вот здесь вот на 10 или 12 ключ, это чтобы держать, когда закручиваешь. Либо вот тут с торца под шестигранник. То есть вставляете шестигранник, держите и закручиваете. Просто сюда и сюда она прикручивается. После всех действий, вот, в принципе, подвеска вся уже собрана почти. То есть продольная тяга, две поперечных, косточка, все затянуто, все прикручено. Вот так вот это все выглядит в колесной арке. Вот, дальше прикручиваем, ну, собираем уже наружу. То есть осталось прикрутить защиту тормозного диска, сам тормозной диск и колодки с суппортами. И промазали и одеваем на место его. После этого вот эта вот контрагайка, ну, вернее гайка с зажимом, вот, ну и крышечка. Резьба тут правая, как обычно. Втягиваете до того же места, где был. Надо взять что-то зубило или керно какое-то и забить просто на место, чтобы оно не раскрутилось. И забиваем. Если кому-то разбирать, то все то же самое, только в обратном порядке. Остается только вот эта крышечка. Так вот теперь выглядит. Все закрыто,
Все крутится, все хорошо. Так, ну последний штрих, это уже сборка суппорта. Так, значит, суппорт, ступицы прикручиваются просто вот такими вот двумя. Так, ну почти все доделано. Суппорт я поставил. Так, все собрано, в принципе, я же говорю, сзади прикручивается. Говорю, кому если разбирать, все то же самое, только в обратном порядке. Надо поставить на место колодки. Поставили колодки, пружинки разжимные. Не забывайте. Ставим эту фигню всю на место. Так, вот крутится оно, притирает, ерунда. Потом разъездится. Вот и все. Задняя подвеска собирается вот так. Последний штрих я прикрутил вот сюда тросик. И вот здесь вот эти скобы. Поставил скобу вот эту на тросик ручника. То есть вот все это вот так выглядит. Тяги продольные, тяги поперечные. Все можно ставить, все крутится. Можно ставить колесико и ехать. Только не забудьте после всех этих процедур заехать на развал схождения. Вот. Дальше в моих видео будет все по этой машине. Буду собирать. Буду двигатель делать, капиталить. Вот пороги делал, если кому-то интересно, были гнилые полностью, использовал накладные. Вот. А здесь осталось только поставить подкрылки. Вот. И кинуть колесо. Я сейчас это делать не буду, так как буду красить еще их. А вы подписывайтесь на мой канал. Будет очень много всякого, кто любит чинить своими руками. Вот, то есть не только по машинам. Это я вот машину делаю, так сказать, мой проект. Думаю, до конца лета закончить. А так по ремонтам всего, что попадается мне под руку. А это много всякого. В общем, будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться.